Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Семейство Каретта уехали в отпуск в Африку и не вернулись. Город Парма на севере Италии знаком российским зрителям в основном по сыру пармезан и пармской ветчине, а между тем здесь происходили по-настоящему захватывающие события. Например, загадочное исчезновение семьи Каретта, в расследовании которого большую роль сыграли тележурналисты. Хроника событий. 4 августа 1989 года в Парме никто не удивился, что ставни дома Каретта опущены, а семейного кемпера нет на парковке. Джузеппе и Марта Каретта заранее предупредили всех соседей, что собираются на отдых в Северную Африку, популярное место отдыха итальянцев. Запланированная поездка, по замыслу родителей, должна была не только сплотить семью, но и помочь их сыну Никола выбраться из наркотической зависимости. Однако в конце месяца соседи и родственники забили тревогу. Отдыхающие не вернулись домой. Забеспокоились и коллеги Джузеппе, который работал кассиром в крупной стекольно-промышленной компании «Черве». Его называли образцовым работником, но слухи, ходившие в Парме, все чаще и чаще связывали его имя с черными банковскими схемами и серьезной нехваткой средств на счету фирмы. Версия первая. Сбежавший кассир. Английская компания British Airways подтвердила, что Джузеппе Каретта, его жена Марта и их младший сын Никола действительно вылетели 6 августа 1989 года из аэропорта Гатвик в Лондоне рейсом на Барбадос. Фердинандо, старший сын семейства Каретта, вероятно, последовал тем же маршрутом. Расследование выявило, что он 8 августа обналичил банковский счет на 5 миллионов лир в филиале банка Дель Монте, подделав подпись отца. В ноябре 1989 года, во время программы «Кто это видел?», в которой говорилось об исчезновении семьи Каретта, в прямой эфир дозвонился телезритель из Милана и сообщил, что заметил на стоянке брошенный кемпер Ford Transit, имеющий пармские номера и знаки. Полиция прибыла на место еще во время телепередачи и подтвердила, что кемпер действительно принадлежит пропавшим без вести. Однако в нем не было обнаружено никаких значимых улик, кроме газеты «Пармский вестник» за 9 августа. Ввиду места, где был найден автомобиль, расследование взяла на себя прокуратура Милана. Дело было поручено Антонио Ди Пьетро, будущему политику и министру общественных работ, а тогда еще никому неизвестному помощнику прокурора. С самого начала Ди Пьетро заявлял, что скептически относится к версии побега Джузеппе Каретта, однако общественное мнение явно было против него. В полицию поступило несколько десятков свидетельств людей, которые своими глазами наблюдали пропавших в разных экзотических местах – в Венесуэле, в Аргентине, на островах Карибского моря. Некоторые журналисты и полицейские, отвечая на вопрос, что стало с семьей Каретта, стали предполагать, что те находятся на тропическом пляже на другом конце света. Эта гипотеза была подкреплена последующими событиями. Во-первых, крупный менеджер компании «Черве» и прямой начальник Каретты внезапно был уволен. На фоне блестящих торговых успехов компании это выглядело подозрительно. Во-вторых, следователи обнаружили значительные нарушения в финансовой отчетности компании. Только за 1992 год, по данным следствия, со счетов пропало больше 7 миллиардов долларов. Основная версия следователей теперь заключалась в том, что кассир Джузеппе Каретта сбежал в тропики, прихватив с собой львиную долю денег с баланса компании.
Журналисты даже установили, как именно Джузеппе Каретта бронировал рейс в аэропорту Гатвик. Предполагалось, что вместо своей фамилии он назвал фамилию Каретта, такую же, но без двойных согласных. Предполагалось, что этот нехитрый трюк обманет таможенный контроль и позволит беглецам запутать следы. Альтернативная версия – семейное насилие. Однако Антонио Ди Пьетро был не единственным человеком, который, внимательно ознакомившись с материалами дела, решил, что Каретты не уезжали ни на какие каникулы. Витторио Заничелли, мировой судья, который впоследствии выписывал ордер на арест Фердинанда Каретты, составил список улик. По его мнению, улики указывали на то, что в августе 1989 года в Парме на самом деле произошло убийство. Во-первых, Джузеппе, Марта и Никола Каретта заранее подготовились к отпуску и сообщили о нем всем соседям. Во-вторых, глава семейства обналичил на работе туристические чеки на поездку на сумму 4 миллиона лир. В-третьих, он только что отремонтировал спальню, холодильник в квартире был набит продуктами, а в подвале находились запасы еды – картофель, помидоры, консервы, купленные Мартой для поездки. Кто так сбегает? Кроме того, вопросы вызывало и поведение старшего сына, Фердинанда. Если его родители собирались исчезнуть вместе с ним, зачем подделывать банковский чек? И почему газета, найденная в припаркованном кемпере, была датирована 9 августа, следующим днем после того, как Фердинанда обналичил чеки и пропал? И самое главное, прокуратура установила, что в феврале 1989 года молодой человек купил пистолет калибра 6,35 и получил лицензию на стрельбу по мишеням. Пистолет не был найден в пармском доме семьи Каретта. Не мог ли он стать орудием убийства? Внимательный лондонский полицейский. Дело оставалось нераскрытым 9 лет. 21 ноября 1998 года Фердинандо Каретта, мотокурьер компании Pony Express, был остановлен в Лондоне для проверки документов. Имя его показалось ему смутно знакомым, и поэтому он сообщил об инциденте в Скотланд-Ярд, который, в свою очередь, проинформировал Интерпол, который уведомил итальянские власти о присутствии Каретты в Соединенном Королевстве. Судья Франческо Саверио Бранкаччо, прокурор Пармы, отправился в британскую столицу, чтобы лично допросить подозреваемого. Фердинандо Каретта жил в унылом пригороде Лондона, в закопченном кирпичном доме, среди тысячи других домов, набитых пакистанскими и ямайскими иммигрантами. И вот это он променял на солнечную Парму, удивлялись итальянские журналисты. Не меньше удивления вызывали и слова, которые Каретта сказал навестившим его полицейским и которые немедленно попали в прессу. «Да, я Каретта из Пармы. Мама, папа, Никола. Не знаю, я их не видел с 1989 года. Итак, Фердинандо Каретта никогда не был на венесуэльских или аргентинских пляжах. Расследование показало, что он всегда жил в Лондоне, всегда в арендованных домах в пригороде, всегда выбирал самую дешевую арендную плату и номер телефона, не указанный в справочнике. В декабре 1989 года Лондонская служба занятости получила заявку на пособие по безработице, подписанную Антонио Фердинандо Кареттой. Следующие 9 лет он перебивался пособием и случайными заработками, например, мотокурьером. «Родители просто использовали меня, чтобы отвлечь внимание от расследования и прикрыть свой побег», заявил Фердинандо агентам Интерпола и карабинерам судебной полиции Пармы. Одинокий юноша, враждующий со своим отцом, мрачный и увлеченный оружием, действительно казался идеальной кандидатурой на роль приманки для следствия. Был ли он расчетливым убийцей или жертвой хитроумной игры своего отца? Признание. Журналисты программы «Кто это видел», при помощи которых когда-то был найден автомобиль отца семейства, сыграли ведущую роль и на этот раз. Именно им удалось взять у Фердинанда интервью, в котором он неожиданно для всех признался в совершенном им убийстве. На вопрос, что произошло вечером 4 августа, он ответил четко и твердым голосом: «Я схватил пистолет и застрелил своих родителей и брата».
Признание транслировалось по телевизору 30 ноября 1998 года, всего через неделю после того, как итальянская полиция узнала о его нахождении в Лондоне. Тем вечером программу посмотрели 3 миллиона 700 тысяч человек. А еще через несколько дней Фердинандо Каретта был арестован и доставлен в Рим, где повторил свое признание перед судьей Витторио Заничелли. «Такое чувство, что ему не терпелось признаться», — рассказал судья. Мотивы и причины. Итак, Фердинандо Каретта признался, что вечером 4 августа 1989 года, находясь в своем доме в Парме, убил своих родителей и младшего брата. Он подробно описал, как это происходило. Каретта продержал тела несколько дней дома в ванне, очистил пол от скудных следов крови, погрузил жуткие свертки в машину отца, сложив сиденье. Затем он сбросил тела на свалке возле набережной, напротив трассы, где ездят грузовики, сказал он. Полиция начала обыски на свалке, но безрезультатно. Полиция разобрала мыльницу в ванной дома Каретты и обнаружила следы мужской и женской крови в резиновой пробке. На шнуре душа также были обнаружены незначительные следы крови. Причиной убийства Фердинандо назвал некий драматический случай, произошедший за 7 лет до этого, настолько постыдный, что одно воспоминание о нем смогло превратить его в убийцу. «Не настаивайте», — сказал он, — «это слишком унизительно». Затем потихоньку картина начала складываться. По его собственным словам, Фердинандо испражнялся на кровать, сначала свою, в комнате, а потом на кровати родителей. Он описывал детали. В большой спальне, в глубине у кованого изголовья, под литографией полуобнаженной женщины. Возможно, ему просто не терпелось признаться и в этом. 15 апреля 1999 года суд присяжных Пармы признал Каретту виновным в тройном убийстве. Однако психиатрическая экспертиза показала, что он не способен понять этот факт, поэтому Каретта был заключен в психиатрическую лечебницу города Парма. Несмотря на это, ему удалось получить наследство, оставшееся от убитых родителей, а также выставить на продажу дом, в котором было совершено убийство. На полученные деньги Каретта купил небольшой дом в соседнем городе, где и прожил оставшиеся годы. Этим летом, в июне 2023 года, Фердинандо Каретта умер в своем доме после продолжительной болезни. Так закончилась история человека, который убил родителей из-за стыдного детского воспоминания и не смог убежать от собственного безумия. Ну что, дорогие зрители, как вам эта история? Делитесь своими впечатлениями в комментариях, но обязательно нажмите лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я желаю вам удачи. Всем пока. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.